Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня традиционное понедельничное отчетное видео о моей проделанной работе за прошедшую неделю. Я вам покажу готовые работы, которые я успела связать на предыдущей неделе. Покажу, что у меня в процессах, и расскажу немного о планах. Ну и как обычно, в начале видео я хочу вам напомнить, что у меня на канале вышло видео мастер-класс по вязанию салфетки. Вот такая салфетка-малышка была связана в этот раз. Связана по описанию Патрисии Кристоферсон. Это маленькая салфеточка. Размер ее у меня получился 16 сантиметров. Так что, если вам нравится такая салфетка, может быть, вы пропустили это видео, вот, добро пожаловать. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ссылку на вязание этой салфетки. Присоединяйтесь и свяжите такую же салфетку вместе с нами. Посмотрите, какая она красивая, интересная, вяжется несложно, быстро. Буквально за один вечер вы свяжете такую красоту. Схема состоит из 16 рядов. Так что присоединяйтесь и получите такую же прелестную, очаровательную салфеточку. Так, салфетку связала. Далее, что у меня готово? Наконец-то я довязала всех своих курочек. И даже начала вязать и в другой заказ. Также мы с вами их вязали вместе на канале. Вот они, мои рябушки, курочки-рябы. Вот. Буду также их скоро упаковывать и отправлять заказчику. Вот видите, целый курятник у меня тут. Главное, чтобы они не убежали и не было побега. Так, и еще, может быть, конечно, вы скажете, что не сезон, но заказы поступают, и я связала снежинки. Думаете, вы уже все, больше не увидите их в моей ленте, в моих видео, но вы ошиблись. Снежинки все-таки будут еще появляться на моем канале, я думаю, еще долгое время, так как заказы у меня поступили уже и на следующий сезон. Быстренько их пролистаю. Сейчас здесь 10 снежиночек я связала. Все в основном по видео на моем канале, но также есть и по схемам, которые я публикую в своем ВКонтакте в группе. Вот. 4-я, вот это хрустальная, 5-я. Такую мы вязали, но я немножечко ее изменила, добавила лишнее пико. Очень красиво. Я люблю маленькие снежиночки. В этот раз решила навязать маленьких. Вот. Королевскую роял я не вязала в этот раз, так как снежинок мало, 10 штук. Поэтому я ее решила не вязать. Вот это новенькая. Я такую еще сама не вязала, но схемы есть в моей группе ВКонтакте. Мастерская Одри называется группа. Если вы не подписаны, ссылка также всегда у меня под каждым видео на мою группу ВКонтакте, в Телеграме. И вот такая Прага. Так, все. 10 снежиночек у меня готово. Также сейчас я их упакую. У меня есть специальная коробочка. Сейчас я вам ее покажу. Вот такие у меня коробочки. Вот так выглядит с одной стороны. И с обратной стороны можно сворачивать как на эту сторону, так и на другую. И вот такой вариант. Но у меня еще есть коробки, вот просто какие попались под руку с марками. И вот такая с обратной стороны, он просто сгибается. И вот еще другая, да? Угу. Вот такие интересные коробочки. И прозрачные крышечки накрываются. Ну-ка, они по размеру вместятся в эти. Какая тут самая большая? Ну да, все они поместятся, как раз хорошо будет. Вот сейчас упакую и также отправляю заказчику. У нас сегодня такая солнечная погода, вроде бы снежинки не к месту, но я рада, что такие заказы поступают, и с удовольствием вяжу снежинки, продолжаю этим заниматься. Так, далее. Сейчас я вставлю короткие отрезки видео, как я упаковывала воротнички заказчикам для отправки почтой. Но я их уже отправила, и поэтому эти воротнички я вам не могу показать.
Так, ну а у меня связался новый воротник, и чтобы вы не думали, что я вам показываю все одни и те же воротники туда-сюда, вот я даже не стала отрезать нитки, сейчас делаю петлю. Я сразу не сделала петельку, потому что не знала, делать мне на завязках или на пуговицы, но решила все-таки на пуговицы сделать, и вот, ну я уже сняла его с блокировки, воротник, и пришью сейчас вот такую, мне кажется, эта пуговичка очень хорошо подходит, она такая лаконичная. Воротник сам по себе нарядный, и поэтому я не стала мудрить тут с какой-то слишком вычурной пуговицей. И вот эта пуговичка, мне кажется, хорошо подходит. Она как жемчужинка перламутровая. Прелестная. Воротник получился на этот раз. Сейчас сделаю петлю под пуговицу и пришью пуговицу. Вот. Очередной воротничок стоит у меня на блокировке. Сейчас жду до полного высыхания, даже пересыхания, чтобы он хорошо держал форму. Я его не отпариваю. Он и так ровненький, весь аккуратненький. Мне останется только пришить пуговку, и воротник будет готов. И еще один воротничок я только что сняла с блокировки. Это популярный воротник двухъярусный. Пришила вот такую пуговицу красивую со стразиком. Нарядный воротник. Вязала его на заказ определенного размера 55 сантиметров. Также сейчас упакую. Как я упаковываю сейчас воротники, я вам, наверное, уже не буду показывать. Вы только что видели предыдущую мою отправку. Тут все повторяется. Единственное, что у меня разные открытки. Набор этот я вам также показывала. Буду открыточки вставлять в посылки. И я купила новую упаковочную бумагу. Но бумагу я вам сейчас покажу, какая она красивая. Я очень люблю выбирать подарочную упаковочную бумагу. Вот такие рулончики. Посмотрите, какая нежность. Я вообще люблю клеточку и горошки, кстати. И вот такой нежно-нежно-розовый цвет. Я просто не могла пройти мимо этого рулончика бумаги. Всегда, когда захожу в какие-то супермаркеты, иду смотреть, какие же там у них поступления оберточной бумаги. Вот такая цветочная. Эту я покупала в фикс прайсе. Эту в Окее. Тоже, посмотрите, птички тут. Прелесть. Весенняя такая упаковка. Именно к женскому празднику. И вот эти зайчики. Тут персики. Нежная бумага. Не буду пока разворачивать, чтобы рулоны не пылились, бумага. Вот, когда буду упаковывать, тогда все разверну. Так что я рада, что купила вот такую бумагу. Мне прям нравится это все. Такая милота. Ну и раз речь зашла о покупках, покажу вам вот такие наклеечки. Не знаю, чем они мне понравились. Это также из фикс прайса. Не знаю, не могла пройти мимо. Тут детский сад, средняя группа. Или даже младшая. Захотелось мне купить, побаловать себя. Может быть, в детстве не наигралась. Такие они миленькие. И зайчики, мишки, лисички. И тут тоже вишенки. Буду упаковывать подарки и наклеивать на радость моим покупателям на коробочки. Прелесть прелестная. Красота и милота. И когда мы заходим в фикс прайс, мы вязальщицы всегда подходим к пряже. И в этот раз я не могла пройти мимо и купила 2 моточка вот такой пряжи. Пряжа из Троицка, подмосковная. Моточки. По-моему, они по 80 грамм. Да, 200 метров. Вот чем мне не нравится фикс прайс, что у них, конечно, вот эта фасовка 80 грамм, это какой-то обман. Ладно, будем довольствоваться тем, что есть. Хотя пряжа у меня полным-полно, но купила, значит, оно мне надо. Зачем оно мне надо? Так, это 50% шерсть и 50% акрила. Мне понравился цвет и сама такая текстура пушистенькая. Мне кажется, для вязания игрушек, для зайчиков, может быть, варежки свяжу, посмотрю. Но варежки, наверное, быстро скатается. Поэтому буду игрушечку вязать, скорее всего. Посмотрим. Но очень мне она нужна была. Как, впрочем, и всегда, когда я покупаю пряжу, все, не могу пройти мимо. Хватаю. Так что вот так.
Ну и давайте закончим с воротничками. У меня купили вот этот воротник еще. Мы с вами его также вместе вязали на канале. И вот этот воротничок из пряжи хлопок и лен. Также мы его с вами вязали на канале. И чтобы у меня этот воротник был в наличии, я уже начала вязать такой же. Это пряжа, сейчас скажу, если кому-то интересно. Но в видео все я рассказывала про этот воротник, когда мы вязали его. Пряжа кудильница в 100 граммах 500 метров. И в составе здесь 60% хлопка и 40% льна. Такая натуральная пряжа. Конечно, вязать из нее нужно большое внимание, чтобы выбирать вот такие соломинки. Тут какая-то стружечка. Но это все естественный, натуральный материал. Поэтому, конечно же, травинки, всякие пушинки попадаются. И приходится их немножко так вот отбирать. Вот, крапинки, чтобы такие не появлялись на воротничке. Но я тут немножечко только провязала. Сколько тут рядов? 3 ряда связала. Ну, я думаю, быстренько его довяжу. Он вяжется очень быстро. Любой мой воротничок можно найти на канале в плейлисте «Воротнички». Там собрана подборка всех воротников. Так что можете найти. Вот про какие я говорю в видео. Так, еще забыла показать вам вот такие 2 моточка. Также из Fix Price. По 50 грамм мотки, 100 метров моточки. Это полиэстер. Мне понравилась расцветка, я решила купить их на вязание китов, брелочков, но это к летним ярмаркам. Буду вязать такие небольшие игрушечки, брелки. На ощупь-то приятно, не знаю, как будет вязаться, будет рассваиваться, не будет. Но здесь крючок, наверное, 2,5-3. Так что такие брелки должны побыстрее вязаться, не как из тонкой пряжи. Вот. Еще что у меня новенького. И знаете, что хотела рассказать? Недавно зашла в свою почту. Не знаю, там мне по каким-то делам нужно было. И обнаружила, что у меня очень-очень много непрочитанных писем от моих заказчиков. Я даже подумать не могла, что мои зрители пишут мне туда и хотят заказать какие-то у меня изделия. Да, я понимаю, если у меня есть ссылка на канале, то я должна работать с почтой, но я почему-то как-то не привыкла заходить в свой почтовый ящик e-mail. Вот. И тут зашла и обнаружила много-много писем. И у меня ушел целый вечер, чтобы всем ответить. И как же я была рада, что люди ждали меня и все-таки согласны. Там, наверное, с ноября или с октября месяца у меня эти письма, заказы. И сказали, что да, подождут и хотят все равно заказать у меня. Только одно единственное письмо было мне в ответ, что я думала, раз у вас почта, то вы работаете с ней. И ну, так получилось, что я как-то без внимания. Я чаще веду переписку в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. А вот на почту, Рамблер почту у меня я почему-то не заходила так долго. И тут вот решила посмотреть, но я всем ответила. Но опять же, вот я вижу, что у меня приходят ответы, но как-то я не привыкла с ней работать. Вот отправлять ответы, вот мне как-то это не очень пока удобно. А почему неудобно? Потому что в телефоне сейчас приложение почта Рамблер не поддерживается. Вот, а заходить через компьютер мне это непривычно. Да, конечно, я буду как-то себя немножечко приучать, но буду отвечать с задержкой пока, но буду стараться. Вот. И мне пришло интересное письмо от женщины, к чему я это сейчас говорю. Она мне прислала целый файл с именами для воротничков. И такие все интересные имена, они какие-то древнеславянские, древнерусские, какие-то мифические, мифологические даже. И вот я хочу выписать наиболее мне понравившиеся и присвоить каждому воротничку такие имена. Много было предложений, как назвать воротники, дать им имена каждому воротничку, чтобы было легко ориентироваться. Вот мне заказывают воротник, и я не пойму, какой. Вот у вас видео на такой минуте, а вот было бы у каждого воротника название, намного было бы все проще. И вот приходится выяснять,
отсылать фотографии, и я прошу у людей скрины, но это, конечно, путаница, и все это неудобно. Все, я решила, что сейчас мне нужно этим заняться. Я вот из того файла, всем спасибо, кто предлагал названия для воротничков, все названия красивые, вот, но у меня не так много воротников, конечно, но сейчас мне надо заняться и каждое видео переименовать, в котором мы вяжем воротнички, чтобы у каждого воротника было свое имя. Вот. Так что обратите на это внимание. Если захотите заказать какой-то воротник, это будет намного удобнее. И еще что хочу сказать про комментарии. Спасибо вам большое, всем, кто пишет комментарии. Я столько получаю добрых слов под каждым своим видео. Мне это очень приятно. Я безумно счастлива. В одном из своих видео я поплакалась на больные пальчики, и под тем видео мне пришло столько полезных советов, и не только под видео, также и в личные сообщения мне писали и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Какие-то рекомендации, рецепты, полезные какие-то советы, как полечить пальцы. Так что спасибо вам большое. Ну а если вы вдруг также столкнулись с проблемой, что у вас болят пальчики, я думаю, что у многих вязальщиц это уже профессиональное. Можете также перейти к тому видео и почитать в комментариях. Может быть, вы для себя возьмете какой-то полезный совет. Но про себя я пока ничего не могу сказать про свои пальцы. Я еще пока что не занималась их лечением. Ну и чувствую, что пока улучшений у меня нету. Ну, а с чего улучшения, если я их еще не лечила? Единственное, что я купила какую-то мазь. Но вот сейчас мне нужно сесть, эти комментарии все внимательно прочитать и выписать. Все выписать прям до одного рецепта, как, что говорится. И уже посмотреть отзывы. Ну, выбрать то, что мне подходит, как я считаю. Вот. Спасибо вам большое за такое внимание. То, что не остаетесь равнодушными к моей беде. Ну, а для вязальщиц это действительно беда. И вот мне кто-то недавно написал, что если вязание, то это на всю жизнь. И знаете, у меня уже паника. А вдруг не на всю жизнь? Вдруг я не смогу вязать? Вот что меня больше всего волнует. Мне муж тут недавно говорит вечером: все, бросай вязать, садись, все, больше, чтобы не брала ни спицы, ни крючок. И что же вы думаете? Посидела перед экраном телевизора 5 минут. 5 минут, наверное, не больше. Я не смогла. Я просто сижу, как в потолок, смотрю, мне и телевизор не нужен. Хотя я всегда вяжу, ну, как всегда, по вечерам, по крайней мере, когда муж дома, он смотрит телевизор, и я сижу перед телевизором рядом с ним и смотрим, я вяжу. Вот, но я не смогла просто, чтобы у меня ничего не было в руках, ничем не заниматься, я уже так не могу. Это для меня прям был какой-то стресс. Пошла что-то уже, перебрала какую-то пряжу. Ну, все, это мне хватило на 10 минут, и опять взяла крючок, и все равно через боль я, конечно, вязала. Не знаю, как у других, но я вот не могу даже ни дня без крючка или спиц. И еще про комментарии. В последнем видео я вам показывала, как я связала носочек для зайчика, и мне кто-то сказал: а вы попробуйте померить башмачки для зайчика на носочек. И что же вы думаете? Вот мой зайчик уже обут. Все. Они хорошо сидят, вот эти туфельки, именно на шерстяной носочек. Вот на этой неделе я связала второй носочек. И вот такая прелестная уже пара вот башмачков. Все, подошла, все хорошо. Теперь, ну, может быть, чуть-чуть великовато, но это уже не критично. Они уже не так хлябают, не так свободны. Так что все, выход из положения найден. Вот этот башмачок у меня был надет, а этот я только что сейчас для видео. Вот он еще не распрямился. Надо мне его немножечко тут, ну, ножку, наверное, распределить там получше. Так что зайчик у меня потихонечку продвигается. Вот осталось сшить ему сарафанчик и связать повязочку на голову. Я еще не решила, только веночек это будет или солоха. Так, сейчас нужно упаковать мне воротники, пришить пуговичку. Так, сейчас я этим займусь и переходим уже к спицам. Так, я вам недавно рассказывала в видео, что хочу извязать остатки пряжи. И вот я уже принялась за этот процесс. Это у меня не одна пряжа, тут у меня много-много разных видов. Это Аделия Джейк,
Далее идет Нака Боха. Это у меня, регия, по-моему, вот этот отрезок вот небольшой. Это у меня Артисан голубая. Сиреневая ниточка, это тоже отрезок из регии. Пока что-то они у меня получается, вот вижу сразу два носка, у меня два набора одинаковых спиц. Это очень удобно. Отматываю одинаковые отрезки, нахожу секции и вяжу одновременно. Но я думаю, что до конца пара у меня такая же, конечно же, не получится, потому что вот такой пряжи у меня остался вот такой моточек, но я также хочу его использовать. И вот буду как-то раскидывать на тот носочек. Вот эти клубочки, все равно я постаралась подобрать их по цветовой гамме, вот нитки. Но в основном у меня все носки перед этим я вязала, они у меня как-то рыжие, коричневые, бежевые, а вот в таких оттенках у меня носков как-то и пряжи маловато. Сюда, конечно же, рыжие и коричневые не подойдут, но у меня много носков, носочной пряжи вот в таких оттенках. Я думаю, что у меня не получится пока довязать эти носки, но буду их постепенно вязать по мере поступления остаточков, наверное. Так пусть они у меня на спицах и сидят. Сейчас буду, наверное, вывязывать какие-то носки из сиреневой пряжи, чтобы вот фиолетовая, сиреневая, лазурная, вот такая изумрудная, розовая, чтобы сюда вот мне потом добавлять остаточки. Ну, какую-то я буду методом хеликс тут вставлять, уже буду смотреть. Вот такую розовую я, конечно же, не буду полоску делать, это слишком контрастная. Вот эту пряжу хочу сюда также я использовать. Буду ее в хеликс. Может быть, с темным. Может быть, с зеленым. Видите, какое необычное сочетание. Но смотрится все очень красиво. И такое ощущение, что это так пряжа. И так было задумано вот, дизайнером пряжи. Хотя это все разные остатки. Но очень хорошо все подходит. Я вот только сомневаюсь насчет вот этой голубой ниточки. У меня больше ее нету. Там было буквально... может 3 метра. И вот, может быть, нужно было перекликаться, чтобы какую-то тоненькую полосочку оставить на стопе. Ну, вот это вроде бы подходит. Ее тоже тут немножечко, тоже куда-то она у меня подойдет. Пятку буду зеленой вязать. Ну, видите, какой тут творческий тонкий процесс. Вот. Но это меня все захватывает. Это прям отдыхом. Сидишь спокойненько, вяжешь. Вот. Наверное, что вдохновляет. Вот такие открыточки. Вот посмотрите. Кажется, как фиолетовый с зеленым. Очень даже прелестно. Вот такое сочетание. Да? Только сейчас мне такая мысль пришла. А посмотрите, как красиво с бежевым сочетается. Ну, сейчас такой моточек у меня есть. Я его принесу. Так, если мысль пошла, ее же не остановишь. Вот принесла моточек молочного цвета. Но молочный-то подо все подходит, это понятно. Так, вот такой по дороге захватила. Так, где моя открытка-то, которая меня вдохновила? Вот такой поярче желтый. Ну, тоже, кстати, будет нарядный. Нет, этот нет. Ну, может быть, да нет, тоже не хочу. Хотя вот видите, как... Так, я вот этот имела в виду моточек. Вот мне кажется, он как цвет соломы. Это даже не бежевый, а как цвет такой старой соломы. Может быть, кстати, и хорошо сюда будет какую-то вставочку сделать. Как вы считаете? Видите, мы тут вместе с вами на ходу придумываем. И нашла вот такой моток. Я даже про него забыла. Может быть, даже... Ну, тут совсем другой, конечно, фиолетовый. Но, может быть, будет и неплохо, если его вот связать хеликсом с какой-то темной ниткой. Вот. Ну ладно, сейчас подумаю, что тут мне вставить. Тоже не хочется их надолго откладывать. Мне больше нравится, когда быстренько связала, все, изделие готово. Дело сделано, все. Сделала дело, гуляй смело, да, как говорится. Ну-ка, такой моток. Да нет, совсем из другой оперы. Этот сам по себе такой самодостаточный, его много. Я его использую также методом хеликс. Мне хватит его на пару. Но нужно найти к нему компаньона. Ну вот так будет хорошо. Основной будет у меня желтый, а этот будет уже как добавка в хеликс.
Так, ладно. Так, пока у меня под рукой, хочу вам показать, как я хожу на прогулке. Вот моточек пряжи, крючок и вот такой, ну как, не кошелечек, как косметичка маленькая. Все, и ничего не надо, ни проектных сумочек, можно и снежинки повязать, можно и воротнички повязать. Все тут вмещается, и снежинки. Мы же не накрахмаленные их носим. Они мало места занимают. Вот всегда места в сумочке немного также вот. Так что вот как вариант вам смотрите, что можно использовать то, что под рукой есть. Положил, можно даже в карман, в куртку. Это также хорошо помещается. Как видите, эта неделя у меня была разнообразная. Я повязала и воротнички, и салфеточку, и снежинки, и носочки. И чтобы еще больше разнообразить, я связала вот такого утеночка, цыпленочка. Цыпленок с цветочком на голове. Посмотрите, какой он малюсенький и смешнючий. Вот такой маленький у меня получился птенчик. Рост его, давайте, от пимпочки и до донышка, ну 8,5 сантиметров. Вязала из молочного хлопка от Астры, который я вам показывала также недавно в своем видео. Заказывала на Вайлдберрис. Вот такой моточек. Вот видите, как пригодился мне этот цвет, хотя я хотела совсем другой. Вот. Заказывала, думала, он будет немножечко понежнее, побледнее, но для цыпленка он очень хорошо подходит. Глазки на безопасном креплении, крылышки сразу вывязываются, не нужно пришивать. И описание на этого цыпленка давайте я оставлю в своей группе в Телеграме. Я его сфотографирую сейчас. И там, но описание на английском языке, по-моему. Но я думаю, все понятно будет, и вы без труда свяжете такого птенчика. Вот. Так что у меня уже и к Пасхе что-то вяжется. Буду вязать их еще, конечно же, так как вязать его быстро, просто, ничего здесь такого нету мудреного. Ну а если вы хотите связать его вместе со мной, пишите в комментариях. Я вижу, что курочка моя вам понравилась, и многие, кто со мной вязали ее. Может быть, также и цыпленка я запишу видео и свяжем вместе. Такой пасхальный декор интересный. Так, и далее о чем хочу рассказать, о своих планах на ближайшие 2 дня. Только вы, пожалуйста, не смейтесь. Так, не могу. Не знаю даже, рассказывать об этом прилично, неприлично. Но я думаю, здесь ничего такого страшного нету. По традиции, каждый год к 23 февраля я шью мужские трусы. Семейные. Если вы помните про такие трусы. Но такие трусы я шью своему папе. Он предпочитает только такие трусы. И муж мой тоже всегда, вот мы с ним вместе 30 лет, и он носит только такие трусы. Я ему покупала разные и плавки, и боксеры, и какие только никакие. Все, ему нужны только семейные, сшитые моими руками. И вот я приготовила ткани просто для обзора. Расцветочки, ну это опять же на любой вкус, сами выбираем. Посмотрите, какие красивые трусы будут. Это просто отрезки ткани у меня еще. Я их постирала, но еще не отпаривала. Вот эти я хочу даже сшить такие с пуговичками впереди, такая имитация ширинки гульфика. Вот такая расцветочка. Ну, почему бы не шить такие трусы? Мне кажется, очень даже нарядные и симпатичные. Мне нравится такой мелкий рисунок. Вот это какая-то узкая ткань, но плотненькая и мягенькая, кстати сказать. Она не такая, не жесткая. Вот, но прочная, мне кажется. Ну, конечно, это не саржа, ну, как сатин, наверное, сатиновое плетение. Да, это не ситец, не бязь, это вот как сатин. Так, вот такая расцветка.
У меня есть диплом швеи-мотористки. Я не знаю, застали вы те времена, когда в школах были учебно-производственные комбинаты, УПК сокращенно. И были разные профили, и я вот училась на швею-мотористку. И там столько мы трусов перешили за это время. Вот с тех пор, вот уже сколько лет прошло, более 35, наверное, лет, и я все шью трусы. У меня есть специальная выкройка для папы, специальная выкройка для мужа. Тоже, посмотрите, какая ткань, она мягкая. Вот, ну, очень. Тоже это сатин. И, мне кажется, подходящая расцветка для трусов. И вот такую тоже купила ткань. Нарядная. Красивучие трусы получатся. Так что пусть ходят и радуются. И мне приятно им вязать. Ой, вязать, шить. Видите, уже вязание меня захватило полностью. Так что мне надо сейчас раскроить и быстренько. Но это у меня все за один день я сошью. Вот это все быстро. Тут уже по накатанной. И если вы не видели такое видео у меня на канале, у меня есть мастер-класс «Как строить выкройку». И хочу сказать, что это удачная выкройка. Ничего не вываливается. Все красиво сидит на фигуре. Там нужна одна мерка, обхват бедер. Все, строим выкройку. Там я все подробно рассказываю. И есть одно видео следом за выкройкой, как шить. Там я показываю каждый шов, как вот эти запошивочные, как они там называются, как резинку там также, как подшивать. Все там подробно я показываю, как шью трусы. Но чтобы вам легче было найти эти видео, наверное, уже 2 или 3 года назад я выкладывала на ютубе. Ссылки также на эти 2 видео по выкройке и по шитью трусов я оставлю в описании под этим видео. Вот, так что можете также перейти и сделать подарки своим мужчинам. Вот. Напишите. Не зря я рассказала про трусы, но это же также творчество, мое рукоделие, поэтому я решила с вами поделиться. Может быть, кому-то это также будет полезным, и вы также решите сшить трусы своим любимым мужчинам, сыновьям, мужьям или отцам, или зятьям. Не знаю, прилично зятю шить трусы или нет. Ну, смотрите сами, решайте сами. Может быть, зять вас еще больше полюбит. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек. И до новых встреч!